Всем привет, любителям калистеники! Сегодня поговорим о таком вопросе, как увеличить количество отжиманий на брусьях. Задавали мне такой вопрос в комментариях, что вот я делаю 50, ты делаешь 100, как достигнуть 100 отжиманий? Для кого-то цель достигнуть 50, для кого-то 100, для кого-то 200, ну неважно, суть вы понимаете, то есть вам нужно увеличить количество. Многие начинают в интернете шерстить информацию, очень много смотрят видео этой грязи ненужного. Я считаю, что есть одно золотое правило. Чтобы увеличить количество отжиманий на брусьях, нужно просто много делать брусьев. Все. Весь секрет в этой схеме. Других секретов, ребят, нет. Вы должны просто много делать. Это первое. Второе, то, что я даже ставлю важнее, чем первое. Вы должны об этом думать. Это самое главное. Все дело в голове. Не в мышцах, а в голове. Например, я, когда готовлюсь к сетам сделать 100, когда я заходил на 160 повторений, я за сутки уже думал об этом, как я буду это выполнять. То есть для меня это было важно. Я представлял каждое свое отжимание, как я буду делать 50-е, 60-е, 10-е. И я уже мысленно этот сет сделал. И оставалось это только воплотить в реальность. Я считаю, что это очень помогает увеличить и нарастить количество. Ну, если из практики, хотел вам сказать, что мне очень помогла статика. Например, вы делаете 10 отжиманий на брусьях. 10, да? Раз, два. После 10 стоите. Кто сколько может. Можно 10 секунд, можно 20. Ну, давайте вот 10 брусья, значит 20 секунд статики вверху. Все, мы стоим 20. Стараемся стоять не на локтях, на выпрямленных, а на трицепсе. То есть чуть-чуть подгинаем локоть. Затем 20 секунд статики центральной. Стоим. И 20 секунд нижней статики. Ее не сильно хвалят из-за того, что она не полезна, но я считаю, что она хорошо растягивает грудь. Поставили 20. Вот самое важное, еще раз, самое важное, вы поставили 20, подняться. Если вы поднимаетесь и преодолеваете этот порог, то будет вам количество на брусьях. И делайте еще раз 10. Числа можете придумывать свои. Если вы делаете максимально 50 отжиманий, вот как мне человек писал в комментариях, можешь попробовать сделать, если смотришь это видео, ну и другим будет полезно, 25 отжиманий, 25 статики вверху, 25 в середине, 25 внизу, подняться и выжать еще 25. Даже 15. Если ты это сделаешь, я уверен, просто уверен, что твое количество, не за день, со временем таких тренировок с 50 вырастет на 60, на 70 повторений. Следующее. Я уже делал на своем канале. Это прогулка на брусьях. Отлично просто забивает трицепс. Заставляет его работать совершенно под другим углом. Это работает, ребята. Не слушайте никого. Просто выполняйте, и будет вам толк. Прогулка. И назад. Выглядит смешно, но забивает оно просто нереально. Если это добавлять еще с отжиманиями, то вы увеличите свое количество. Еще в свое время я столкнулся с тем, что когда идешь на большие числа, заходишь на них, важно уметь стоять. Тут я уже включаю локти, стою на локтях. Да, у кого-то есть такая фишка, он умеет так стоять, но это же ваша фишка. Вам нужно научиться долго стоять. Я стоял по 10 минут, по 15 вот в таком положении. Поверьте, это очень тяжело, но это работает. Извините, прервался. Остановился на статике вверху. Когда вы так долго стоите, вы научитесь преодолевать свою боль. Если вы делали на максимум уже 50 раз, например, вы хотите дойти до 70, вы учитесь долго стоять, стоите и добиваете количество. У вас будет
нереальное давление на кисти. Вы уже забудете о своем трицепсе, вы будете думать, что у вас просто отваливается кисть. Но это тоже работает. И самое главное, ребята, это, кто бы что вам ни говорил, это разнообразие. Вы должны разноображивать свои подходы. Например, сегодня я делаю отжимания на брусьях на максимум за полчаса. Следующая тренировка за час. Вы так нарабатываете выносливость. То есть вы делаете там по 10 повторений. Вы раз за разом все увеличиваете это количество. Но у вас увеличивается суммарное количество, повторюсь, повторений. Но на максимум вы не заходите за свой порог. А для этого есть другие программы. Например, одна из таких – это сделать свой максимум на брусьях. Вот, например, мой максимум 100 отжиманий, да? Я сделал 100. Я отдыхаю 10 минут. Этого достаточно, чтобы почти полностью восстановиться, но лично мне. Вы можете под себя отдых подобрать. И следующий сет сделать 90 повторений. То есть это уже тоже будет стопроцентный результат. Затем отдыхал, ну это вот моя программа. 9 минут делаю 80. 8 минут делаю 70. И так дохожу до 1 минуты отдыха и 10 отжиманий. И у вас все время идет нереальный памп. Вы все время забиваетесь на максимум. Это мне также добавило количество повторений. И самая-самая важная программа – это соединение. Соединять упражнения. То есть соединять брусья с обычными отжиманиями от пола. Я сейчас покажу. Например, мой максимум 50. Я делаю 50 раз. Ну, сделаем 5 просто, чтобы было понятно. Раз, два, три, 4, 5. Спрыгиваем и добиваем отжиманиями. Раз, два, 3, 4, 5. Вот вам надо будет сделать 50. Я уверен, что вы 50 не сделаете. Хотя бы 20. Прорабатываются все грудные, весь трицепс. Этими отжиманиями от пола вы будете увеличивать ваше общее количество отжиманий на брусьях. Это, понимаете, это работает ваш мозг. Вы пытаетесь его обмануть. Он и так думает, как вот мне он правильно объяснить. Мне он очень хочется помочь. Действительно, тем, кому это важно, а не кто пишет вот эту всю фигню в комментариях. Но это реально помогает. Смотрите. Еще раз, ваш максимум 50 повторений. Вы хотите сделать 60. Вот вы сделали 50 и заходите на 51, тянете. И такие, ого, я сделал 51. И все, вы сдохнете. Хотя ваш запас еще был 10. А вот вы сделаете эти 50, спрыгните и добейте 50 отжиманий от пола. И в следующий раз, на следующую тренировку, там через неделю, у кого как, у кого-то это придет за раз, у кого-то потом, вы зайдете на 50 повторений, и ваш мозг уже будет понимать, что ему потом еще 50 раз отжиматься. И вы его таким образом обманете, понимаете, вы сделаете 60, может 55, но факт в том, что вы заметно скакнете в вашем прогрессе. Вот так вот это работает. Это такие вот основные принципы, как я увеличил количество. Да, можно ко многому придраться в моем исполнении. Я уже объяснял не раз, почему и как я так делаю. Но мой максимум был 160 отжиманий на брусьях за подход. Я думаю, это немало. И знаю, что можно было и на 200 зайти, если целенаправленно это делать. Но я не делаю что-то одно постоянно, там, брусья. Я перехожу к подтягиваниям, перехожу к выходам, потом тренирую элементы. Ну, сейчас как-то не так много элементам посвящаю время, но у меня все держится на уровне. То есть подтягивания пропорционально брусьям, отжимания пропорционально подтягиваниям и так далее. Все стараюсь держать в тонусе. И это, ребята, работает. Вы можете сделать 100 брусьев, потом прорабатывать качество, делать медленное повторение, делать быстрое. Также забыл сказать, тоже важно, помогает, помимо изометрики, кто там идет, думал, знакомый, помимо изометрики помогает плеометрика, то есть это взрывные брусья, то есть с прыжками. Вы добавляете взрыв, вы добавляете скорость. Вы добавляете скорость на старте, вам легче сделать первое повторение, соответственно, вы уже их сделаете быстрее, чем в прошлый раз. Изометрикой, то есть статикой, вы добавите
силу статическую. Все это вы в сумме соедините и получите нужное вам количество. Надеюсь, я понятно. Может быть, немного сложно. У кого есть какие вопросы, задавайте, объяснил вам, но мне реально искренне хочется вам помочь. А не вот эту чушь в нете делай 5 по 5 и все получится. Вы смотрите, 90% из вас делает неделю, у вас ничего не получается, вы бросаете, вы думаете, что это чушь. Но я еще раз говорил, вот эти тренировки за 5 минут это развод. Ну, это поможет на каком-то этапе, если вы новичок с нуля, вы достигнете какого-то своего максимума и все, а дальше у вас прогресса не будет. Чтобы иметь большие количества, нужно много впахивать. Так все в жизни. Чтобы что-то получить, нужно много работать. Так и на брусьях, на подтягиваниях, да на чем просто угодно. Спорт, не спорт, неважно, чем вы занимаетесь. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Спасибо. Всем пока.